Здравствуйте и добро пожаловать снова к Ария Нагаджине. Начинаем. Мы будем заниматься до 5:25, верно, Тим? Отлично. У нас есть 7 вариантов сочетания причин и следствий, которые по сути своей обособлены. И вот мы подошли к пятому варианту. Будучи приведено в действие, имеет ли следствие собственную природу или не имеет? Отметьте, что автор изменил здесь значение пустотности. Прежде пустотность определялась как причина, свободная от следствия, а сейчас вопрос звучит так: свободно ли следствие от собственной природы? Такие вот разные значения. Не может быть возникновений, если вещь не свободна от следствия. Мне нужно подумать об этом. Я думаю, что в первой строке речь могла идти о старом значении пустотности. Давайте перейдем к комментарию. Между прочим, Киетранг в первой строке – это новое выражение. Я его никогда не встречал. Но автор стал часто его использовать, и его значение прояснилось. Оно означает: выберите один вариант из двух. Итак, Киетранг означает, что я предлагаю вам пару вариантов. Выбирайте, какой вам нравится. В этой строке вкрались ошибки во время резьбы. Вырезано одно и то же для вариантов 4 и 5. То есть один из них должен быть неправильным. И вот он. Должно быть, было написано: вырастание следствия, появление следствия, пусто ли появление следствия от своей собственной природы или нет. Как вы думаете? Он не спрашивает, пуста ли причина, пусто ли следствие. Он говорит о вырастании следствия, пусто ли оно, понимаете? Это разные вещи. Пусто ли появление следствия. Давайте рассмотрим следствие, которое не пусто от обладания своей собственной природой. Возьмем пример следствия, которое не пусто от своей собственной природы. Оно не может начаться, потому что тендрелмаин, речь не идет о зависимом происхождении, в нем не будет проявлено зависимое происхождение. То есть он просто использует это как аргумент доказательства на то, о чем он говорит, является ли глубокой закономерностью. Что это? Если бы что-то имело зависимое происхождение, оно не могло бы иметь своей собственной природы, а значит, оно должно было бы быть пустым от своей собственной природы. Если бы что-то имело зависимое происхождение, оно должно было бы быть пустым от своей собственной природы. Если бы оно не было пусто от своей собственной природы, если бы оно не было пусто от своей собственной природы, то речь не могла бы идти о зависимом происхождении, и оно не могло быть гакпа. Что это значит? Оно не могло бы никогда прекратиться, потому что оно обладает своей собственной природой. Спасибо. И он повторяет снова и снова: если что-то обладало бы собственной природой, оно никогда не могло бы прекратиться, иначе оно потеряло бы свою природу. Вот и все. И этот аргумент приводится неоднократно. Если бы что-то имело свою собственную природу, оно не могло бы прекратиться свое существование, поскольку это означало бы, что его природа должна была бы измениться, и тогда это больше не было бы его собственной природой. Так что вещи, обладающие своей собственной самосущностной природой, никогда не смогли бы прекратиться, иначе тогда они отличались бы от
от того, какими они были раньше, а это невозможно, если вещь обладает своей собственной природой. В этом вся суть. Если что-то является природой, этого нечто, его истинной природой, то оно не может быть подвержено изменению. Его природа не может быть изменена. Это невозможно. Ндокпа означает повернуть это вспять, остановить это. Ее нельзя было бы изменить или прекратить, если бы она была его истинной природой. Если бы это была собственной внутренняя природа, ее нельзя было бы прекратить, потому что тогда вещь больше не была бы тем, чем она была. Нельзя было бы вырезать рак, не убив пациента. Как-то так. Если вы отрицаете, что следствие могло бы иметь какую-либо собственную природу, то оно никогда не могло бы прекратиться или начаться. Оно должно было бы иметь какую-то природу, но не самосущностную природу, не неизменяемую природу. Давайте рассмотрим тот факт, что следствие не существует по своей собственной природе. Если бы следствие было пусто от какой-либо собственной природы, оно никогда не могло бы ни начаться, ни прекратиться. Потому что у него не было бы ни свойства изменяться. Если бы у него была своя собственная самосуществующая природа, она никогда не могло бы прекратиться. Если бы у него вообще не было бы никакой природы, оно не могло бы начинаться и прекращаться. Таким образом, у него есть природа, но не самосуществующая природа. Мне не очень нравится следующая картинка, так что я ее пропущу. Да, все в порядке, нам это не нужно. У меня есть для вас несколько санскритских слов, просто чтобы сделать перерыв и немного развлечься. Не знаю почему, но я получаю удовольствие от санскрита. Вот несколько слов, которые будут часто использоваться в следующем разделе. Скажите «экатва». В санскрите нет звука «в». Там есть губной звук «ва». «Экатва». Индусы говорят «ван» вместо «ван». И «виктори» вместо «виктори». «Экатва» означает одно и то же, вместе как один. Означает, что причина и следствие стали одним и тем же. Причина и следствие одно и то же. Эка означает один. Эк, до, тин, чхар, пан, чей, сат. Это на хинди. Итак, эка означает один. Экараса. Что это? Единственная песня. Да. Слово эка превратилось в эго. Из слова ахам. Вы знаете ахам? И тогда тва – это всегда суффикс шан или нес в английском. Итак, экатва означает тождественность или единство. Здесь это пригодится. Являются ли причины и следствия одним и тем же? И ответ – нет. Верно? Они не являются экатва. Хорошо, следующее слово. Аньятва. И это не означает аньян, лук. Аньян означает другое или что-то другое, противоположное эко. Эко означает, что они одно и то же. Ань означает, что они это нечто иное, то есть это ан и и. Это значит не сочетаются. Ан и не идут вместе. Итак, аньятва означает шентугюр, нечто иное. Если они не одно и то же, то они чем-то отличаются друг от друга. Здесь есть приватный префикс «а». Приватный значит отрицательный. Это греческий термин. И это значит не идут вместе аньятва. Аньятва. Хорошо, следующее слово. И это очень хорошее слово. Скажите свабхава. Простите, свабхавас. Абхутта. Хорошо, я не уверен. Там что-то должно быть гласное бхава. Там написано в словаре, но у меня есть некоторые сомнения. Есть два слова бхава и пха. В этом слове не должно быть долгое «а». В слове, означающем свет,
долгое «а», вот почему у меня возникло сомнение относительно этого слова. Но в любом случае это в вашей традиции. Означает «существует по собственной природе». Слово «свабха», «сва» означает «собственный» и происходит от «су». Есть слово «суицид». Самоубийство, где цид означает убивать. Например, гомицид человека, убийство человека, гомицид. И суи означает само. И так сва означает собственный, бхава означает природа. А бху означает быть. Этап свабхава переводится собственная природа. Абхут – это необычное слово, которое, как правильно, означает «произошло что-то удивительное». По-тибетски мету джунгва. То есть абхут обычно означает, как третья глава называется? Как называется? Випхудипадах. Да, удивительное проявление, как будто бы мы об этом поговорим. Но пхути часто означает происходить, что-то происходит, что-то значительное. Пхути в некоторых случаях означает что-то значительное. Здесь слово свабхава означает обладать своей собственной природой. Его собственная природа свершилась. Существует по какой-то своей собственной природе без шоколадного соуса. Для его существования не требуется шоколадный соус. Оно существует как стаканчик мороженого без шоколадного соуса. Итак, эти слова пригодятся нам на сегодняшнем занятии, хорошо? И вот шестой вариант. Я думаю, что мы сможем пройти сегодня все варианты, и это должно нас освежить. Следствие вызвано причиной, которая либо является тем же, либо чем-то иным. Вызвано ли следствие причиной, которая является тем же, что и следствие, или чем-то отдельным от следствия? Давайте рассмотрим все вероятные сценарии. Итак, было бы нелепо сказать, что причина и следствие являются абсолютно одним и тем же, иначе зачем тогда одному начинаться из другого? Итак, вот сценарий удаляем, вторая половина. И, кстати сказать, он повторяет вторую и четвертую строку. Это очень в стиле Нагаджина. И нелепо считать, что они одно и то же. И также смешно считать, что они отдельны друг от друга. Он всегда говорит об этом. Это нелепо и в том, и в другом случае. Означает, что это полная нелепость. И вот в чем суть. Если бы причина и следствие были одним и тем же, тогда в чем смысл? Если причина и следствие абсолютно разобщены, тогда какая между ними связь? И если они абсолютно разные, то если у них есть точки соприкосновения, то как тогда нам говорить о причине и следствии? Если причина и следствие одно и то же, тогда и то, что создается, и то, что создает, одно и то же. Создатель творения – это одна и та же вещь. Если причина и следствие принципиально разные, несоединимо разные, то и вещи, являющиеся потенциально возможными причинами для того, чтобы что-то произошло, и вещи, никоим образом не являющиеся потенциально возможными причинами для того, чтобы что-то произошло, были бы в равной степени закономерными причинами для того, чтобы что-то произошло. Вы могли бы исправить ситуацию в экономике, ну не знаю, подняв с пола ручку или что-то еще. Что-то, не являющееся причиной, могло бы стать причиной, если бы оно не было связано. И вот его комментарий. Если причина по своей собственной природе влечет за собой следствие, так как между ними не было бы существенного различия, тогда если причина и следствие по сути стали бы одним и тем же, это было бы неправильно. Почему? Одну минутку. Извините, я должен повторить это.
Если причина вызывает следствие сама по себе, они никогда не могли бы быть чем-то еще, кроме этих двух вещей. Они не могли бы быть ничем, кроме этих двух вещей. И это значит, что они никогда не могли бы быть одной и той же вещью. Поэтому неправильно говорить, что они по сути своей разные. Если причина и следствие по своей природе одно целое, митхете, это тоже полная ерунда, потому что тогда все вещи, что вызваны причиной и причина, вызывающая их, созданные и создающие, были бы одним и тем же. Я подумал, что эта картинка прекрасно подойдет. Тогда бы, тогда бы мама целовала сама себя. Если созидающие и созданные были бы одним и тем же, то это фотография мамы Джеймса Брауни, целующая саму себя. Я так хорош собой, что мог бы поцеловать себя. Я так красив, что мог бы поцеловать сам себя. Хорошо. Кстати, это распространенная идиома. Если между ними нет никаких взаимоотношений, и они просто две отдельные вещи, это распространенное философское утверждение. Если бы не было никакой связи между причиной и... Извините, между создателем и творением, если бы не было связи между ними, то, то было бы неправильно классифицировать их как причину и следствие. Если бы не было связи между причиной и следствием, было бы неправильно классифицировать их как пример причины и следствия. С шестым разобрались. Давайте перейдем к... У меня была картинка, она появится позже. Номер 7. Ура! Мы почти закончили. Следствие, которое либо существует по своей собственной природе, либо нет, запускается причиной. Причина запускает следствие. Да, оно существует по своей собственной природе или нет. Неважно, оба варианта ошибочны. Давайте это повторим. Происходит ли следствие из причин? Да. Запускает ли оно причиной? Да. Запускаемые причиной следствия, существует ли оно по своей собственной природе или нет? Оба варианта неверны. Давайте посмотрим сюда. Если бы следствие уже существовало по своей собственной природе, то причина осталась бы без работы. Если бы следствие уже существовало по какой-то своей собственной природе, причина оказалась бы не у дел. Что пришлось бы делать причине? Если у следствия нет какой-либо собственной природы, то что бы тогда причине нужно было бы создавать? Если бы у следствия не было никакой природы, что было? Что бы делало причиной? Имеется в виду, если бы его вообще не существовало, поскольку если у него нет природы, у него нет идентичности, то нет и существования, кража удостоверения личности вместо присвоения статуса безработного. И теперь комментарий. Если вы говорите, что причина вызывает следствие, то позвольте задать вам вопрос, и мы в ответ. Да, какой у вас вопрос? Когда причина создает следствие, то обладает ли это следствие своей собственной природой или нет? И любой ваш ответ ошибочен. Почему? Если бы следствие существовало благодаря какой-то своей собственной природе, то что оставалось бы делать причине? Раз у чего-то есть своя собственная природа, нет смысла вызывать это снова. Раз вещь существует по своей собственной природе, какой смысл создавать ее снова? Что еще можно сделать? Хорошо, я выбрал один фрукт. Готовы?
А дело в том, что я должен объяснить картинку. Эти семена не могут создать этот готовый к употреблению гранат, потому что он уже здесь. Вот в чем суть. Если бы готовый к употреблению гранат имел какую-то собственную природу, то что бы оставалось делать семенам? Пополнить число безработных? Уже слишком поздно им что-либо делать. И если следствие не обладает своей собственной природой, так что может быть стать его причиной? Если следствие не имеет своей идентичности, то как что-то другое могло бы привести к действию то, что не имеет идентичности? Поскольку, согласно вашему утверждению, кто-нибудь скажет мне, о чем утверждении идет речь? По вашему мнению, не обладать собственной природой и не быть несуществующим – это одно и то же? Как это мог сказать? Кто это мог сказать? Я повторю еще раз. Не обладать собственной природой и не существовать вообще – это одно и то же? Это оппонент. Тот, который хочет, чтобы вещи существовали сами по себе. Если они не самосуществующие, их вообще не существует. Почему? У них нет никакой идентичности. Так они с таким же успехом могли бы быть попкорном, а не гранатом. У них нет идентичности. И поэтому я выбрал. Не знаю, насколько эта картинка хороша. Я уже начал отчаиваться, пытаться найти пример, когда семена уже нечего делать. Семена уже нечего делать. Не знаю, подходит ли она. Если бы следствие не обладало какой-то природой, то семена не могли бы создать следствие, потому что следствие, не имеющее природы, не могло бы иметь никакой идентичности вообще, оно было бы несуществующим. Такие семена не создадут следствия, они больше не жизнеспособны. Хорошо? Когда-нибудь люди сядут и посмотрят все мои картинки и скажут, вот это было хорошо. Я, конечно же, шучу. Теперь мы поговорим о втором разделе. И там около 1002 разделов. И что я сделал в заметках, которые вы можете получить? Я всегда обозначал второй раздел, что составило немалую долю работы. Так что вам придется пройтись по всем вторым разделам и отыскать именно этот. Я делаю это в каждом случае, потому что хочу знать, о чем говорю. И это занимает время. И так что, к сожалению, он не выделяет второй раздел, как, например, выделяет глава 2 наверху страницы. И он не говорит, что это вторая глава, и он не приводит название второй главы. Это довольно типично, и это тибетский стиль. Так что, возможно, он хочет, чтобы вы возвращались к пройденному. Итак, здесь мы отрицаем. Мы собираемся доказать, что это неправда, что причина, взятая сама по себе, отдельно взятая причина, обособленная от совокупности, причина и условий и тому подобного, и от причин и следствий. Давайте поговорим о причине самой по себе единственной в своем роде. Мы будем отрицать, что она могла бы иметь какую-либо собственную природу, какую-либо специфическую природу. Давайте просто изолируем причины, не будем говорить о них в контексте следствия. Вот исходный текст. Если причина ничего не вызывает, то как вы можете называть ее причиной? Если что-то нельзя назвать причиной, то следствие будет результатом чего? Извините, с каким следствием она соотносится? Я повторю еще раз. Если что-то не вызывает что-то другое, то это нельзя назвать причиной. Если это нельзя назвать причиной, то к чему будет относиться следствие? Чем вызвано следствие, если нет причины? И это интересный аргумент, и он приводит его снова и снова. Если причина имеет какую-либо собственную природу, то эта ее природа должна... Извините, если причина обладает своей собственной природой, то и следствие должно иметь свою собственную природу. Вот что он хочет сказать. Оппонент хочет сказать это. Смотрите, если причина обладает собственной природой, то и связанное с ней следствие должно иметь свою собственную природу.
Если что-то имеет свою собственную природу, то и все, что с ним связано, должно иметь собственную природу. И это его основная позиция. Почему? Говорим мы митхэ. Почему? Если причина не создала следствие посредством какой-либо собственной природы, то, по его словам, если следствие имеет природу, то и причина должна иметь природу. Я правильно сказала? Извините, если причина имеет природу, то и следствие должно иметь некоторую природу. И тогда мы говорим, это не так, потому что если причина не является созидательной силой для следствия посредством какой-либо собственной природы, то сама по себе причина не могла бы существовать посредством какой-либо собственной природы. Если причина создает что-то непосредством собственной природы, то такая причина не могла бы иметь свою собственную природу. Картинка. Если она не дала начало чему-то со своей собственной стороны, то она никогда не существовала бы со своей собственной стороны. Если причина не создала следствие со своей стороны, то причина никогда не существовала бы со своей собственной стороны. Это противоречит тому, что он хочет сказать. Он хочет сказать, если следствие существует со своей стороны, то причина, это следствие должно существовать со своей собственной стороны. Мы говорим, нет, давайте повернем все наоборот. Если причина не существует со своей собственной стороны, то и результат тоже не существует со своей собственной стороны. Мы отчасти согласны с его подходом. Если неверно утверждать, что сама причина существует благодаря какой-то своей собственной природе, то есть если неверно утверждать, что причина имеет свою собственную природу, то если появилось следствие, вследствие чего оно? Извините. Если нельзя сказать, что причина обладает какой-то своей собственной природой, то следствие, обладающее своей собственной природой, то откуда оно появилось? Скажите мне, пожалуйста. Произнесу еще раз. Если причина не имеет собственной природы, то откуда взялся самосуществующий результат? Это понятно? Если причина не имеет своей собственной природы и есть следствие, имеющее свою собственную природу, то откуда тогда взялось это следствие? Поскольку нет причины, соотносимой с ним. С какой причиной соотносится следствие, обладающее своей собственной природой? И если причина не может иметь свою собственную природу сама по себе, если ее изолировать, то если следствие, имеющее свою собственную природу, откуда же оно происходит? Поскольку следствие, имеющее свою собственную природу по логике вещей, должно происходить из причины, имеющей свою собственную природу. Но если вы изолировали причину ранее и говорите, что она не имела своей собственной природы, то вы получаете все те следствия, которые так и да имеют свою собственную природу. Они просто появились без причины. Понятно? Поскольку вам нужно сказать, что каждое следствие имеет соответствующую причину, разве нет? И если имеет следствие, которое происходит со своей собственной стороны, имеет свою собственную природу, то нужно найти причину, которая обладает своей собственной природой, чтобы соотнести их друг с другом. Но было сказано, что причина не имеет своей собственной природы, если они обособлены. Возьмите причину саму по себе, она не имеет своей собственной природы. Отлично, мы подходим к разделу 3. И не забывайте, что эта структура книги была составлена Чони Ламой. Он составил этот план, чтобы подогнать доказательства. Он как детектив воссоздает сцену убийства по пятнышку крови. То есть он накладывает структуру на текст, что очень помогает. И пока что могу сказать, что я голосую за него на 100%. Я видел книги, где автор очень далеко заходит, чтобы составить структуру, но этот план мне нравится. Итак, третья часть.
Я приведу еще аргументы, почему следствие не происходит при соединении всех причин и условий. Я приведу еще один аргумент. Почему следствия не появляются из обстоятельств, когда причины и условия собираются вместе, поскольку это то, чего мы больше всего хотим. Это то, что нам кажется наиболее комфортным. Смотрите, Гешела. Семя есть, вода есть, и солнечный свет есть, и садовник есть, удобряй только, и оно прорастет. Появится дерево. На самом деле у нас были долгие дебаты в монастыре о том, что возможно ли развернуть эту последовательность в обратном направлении. Возможно ли за миллисекунду до появления следствия отменить наступление следствия, если все условия уже есть? И общеизвестный ответ «да», и мы в недоумении. Как? И он отвечает, а если ворона слетит вниз и склюет семя? И вы так недоуменно. Над этим есть смысл подумать. Это якобы древний верский аргумент. Думаю, вы бы тогда сказали, что не было бы ни причин, ни условия, поскольку условия для семени, находящие в почве, там больше уже не было. Я бы так сказал, но это известный аргумент, и настоятель монастыря был весьма озадачен. Я помню этот диспут. Поговорим теперь о других причинах, почему следствие не появляется из... Как мы это называли? Даю $5. Полное объединение. Это мое выражение. Я собираюсь его использовать для названия своей следующей группы. Полное объединение. В любом случае, очень постараюсь представить, что все необходимые причины и условия собрались воедино. Сахар, мука и молоко. Духовка работает, время прошло, пирог испечен. Итак, нам следует привести несколько финальных аргументов относительно того, почему нам это не нравится. Если вы собрали все необходимые причины и условия, и они могли произвести себя, если причина и условия вода, солнечный свет, семя, садовник и удобрение не смогли создать воду, солнечный свет садовника, если все эти причины не смогли сами себя создать, то как они могут создать еще что-либо? Нам нужен комментарий, правда? Я еще раз повторю. Если семя, вода, удобрение, садовник, солнечный свет не создали семя, воду, садовника, солнечный свет, то как они все вместе могли бы создать дерево? Нам необходим комментарий, вот он. В таком случае следствие создано не соединением всех причин и условий. Если бы причины и условия никогда не были собраны вместе, то это также не произвело бы следствие. Если нет следствия, то как можно говорить, что все условия собраны? Вы ретроспективно становитесь причиной, потому что вы создали следствие. Это понятно? Отлично, идем дальше. И это очень разумно. Кто-то скажет, вы хотите получить следствие, так соберите вместе все причины и условия, и следствие появится. Так это работает. Тогда мы говорим. Но разве вы не согласны, что соединение условий причины не создало условия причины? Да, это не так. Да, это так, с этим можно согласиться. Удобрение не дало жизни удобрению. Есть три причины, и одна из них интересна. Лично мне. Продолжаем. Когда причины и условия собираются вместе, они не создают сами себя. Почему?
Если бы причины и условия могли собраться вместе и создать причины и условия, то им не было бы необходимости создавать что-то еще, например, следствие. Непатанг. Это немного странно. Второй аргумент. Это противоречие утверждать, что что-либо создает себя. И это нормально. Мы не можем сказать, что семя создало семя или что-то подобное, если только вы не говорите и о продолжении самого семени. Но мне нравится последний, и я хочу поговорить об этом. И тибетское слово «дзе» – это дравья на санскрите, вещество, субстанция. О нем много дебатируют все школы. «Дзе» значит вещь, нечто. Он говорит, соединение причин и условий не является «дзе». Поэтому они не могут создать другую вещь. Они недостаточно субстанциональны, чтобы что-то создать. Ни по отдельности, ни все причины и условия вместе взяты. Их объединение не приводит к следствию. Их объединение просто ситуация, не вещь. Соединение, действие, соединение – это не вещь. И поскольку это не вещь, оно не производит ничего. Я не хочу сказать, что объединение причин и условия создало дерево. Я не это имею в виду. Почему? Соединение причин и условия – это сродни идеи. Это не сами реально существующие вещи. Это их присутствие в одном и том же месте и в одно и то же время. Этого недостаточно, чтобы создать дерево. Наличие причин и условий в одном месте и в одно и то же время недостаточно для получения дерева весом 2 тонны. Это только условие. Мне нравится эта идея. Она довольно интересная. Поскольку соединение причин и условий не является само по себе чем-то плотным, это не химические, не биогенные вещества. Если это означает, что оно ничего не может создать, если их соединение не является достаточно плотной вещью для того, чтобы создать следствие, то как это вообще могло бы создать какое бы то ни было следствие само по себе? Это было бы похоже на Мошам Кипу. $300 Мошам Кипу. Это идиома. Это означает ребенок бесплодной женщины. Известное выражение. Не знаю, ребенок женщины, у которой нет яичников или что-то в этом роде. Это просто невозможно, не может быть. Это невозможно? Если объединение само по себе не является достаточно вещественным для того, чтобы создать следствие, то как можно говорить, что процесс объединения самосуществующим образом создает следствие? Если само объединение не химические вещества, не семена, не удобрения, не солнечное тепло, а само действие объединения, если оно недостаточно вещественно для создания следствия, то что уж говорить о неком самосуществующем создании следствия, если это даже не естественное создание следствия? Понимаете? Потому что их первоначальным аргументом в этом разделе было то, что объединение причин и условий создает результат. Мы говорим нет. Можем ли мы сказать, что причины и условия создают следствие? Да. Можем ли мы сказать, что объединение причин и условий создает следствие? Нет, это слишком теоретически. Можем ли мы сказать, что объединение причин и условий создает следствие, если само такое объединение существует по своей собственной природе? Мы говорим, это что-то надуманное. Хорошо? Я сделал фото, я пытался. Попробуйте понять, что я пытался сделать. Я пытался запечатлеть картинку множества элементов, у которых не было единой цели.
И это была всего лишь толпа, идущая по улице. Они не шли лепить снеговика или что-то другое делать. Они просто шли по улице Нью-Йорка. У них не было цели. Движение людей по улице не создает снеговика. Они не могут решать, пойти ли в Линкольн-центр, может быть, на каток в Линкольн-центр, а если нет, то это просто группа людей, идущая вверх по 5-й авеню, недалеко от любимого места Джона. Как называлось это место? Нету парков, это универмаг. Бергдорф, да. Хорошо, не будем говорить об этом, я буду сдержан. У нас есть немного времени, верно? Во сколько нам нужно завершить? Через 5 минут. Окей, 5 минут нам как раз только и нужно. Что у нас здесь? Ранг лук. Наконец-то он, а не Нагарджуна, Чони Лама собирается сказать. Итак, что мы думаем? Я вам скажу, что мы думаем. Ура! Чони Ламе нужно чаще вставать и говорить, о чем он думает. И вот здесь, в нашей системе мы согласны, что когда причины и условия сходятся воедино, оно создает следствие. Мы можем это сказать в Мадхьямике, мы можем это сказать, это нормально. Кянг. Но Цокпадзюмпе. Но идея, концепция такого объединения или соединения искусственна, потому что это дзюн. Дзюн означает ложь. Но он имеет в виду, что это искусственно. Соединение причин и условий является искусственным. Это искусственная концепция. Причины могут быть осязаемыми, условия могут быть осязаемыми, но их сведения, сведение вместе – это как точка зрения или что-то в этом роде. Если вы хотите сказать так, я приму, кто это, кто здесь я, это Чони Лама. Если вы хотите сказать таким образом, то я соглашусь. Искусственное собирание людей могло бы создать искусственный результат. Это верно, я соглашусь. Искусственное сведение вместе, политое шоколадом, если оно создало искусственный результат в виде дерева, покрытого шоколадным соусом, и все это вместе было покрытым шоколадом, то я соглашусь с этим. Вы понимаете? Тогда я согласен с этим. Если вы имеете в виду искусственные деревья, искусственные причины, то искусственные сведения вместе создают искусственное дерево. Я с этим согласен. И что вы имеете в виду под словом «искусственный»? Я имею в виду, что это происходит из меня. Это все не настоящее. До моего появления его не существовало. Это создано мной. Круто. У него есть еще одно высказывание. Хорошо, время есть. Кстати, я не утверждаю, что вы могли бы получить следствие, если бы причины и условия не сошлись вместе. Я этого не говорил. Это не то, о чем я говорю. Вы здесь знаете шинту. Это полная ерунда. Типа все это просто ерунда. Он говорит, что они ничего не создают. Это полная чушь. Он очень забавный. Шинту – это полная чушь. Ваши обычные рассуждения о самосуществовании довольно неубедительны. Но если вы хотите, чтобы я сказал, что они не производят результат, когда собираются вместе, то это смешно. Я никогда этого не говорил. Еще одна строка. И, кстати, мы закончим главу. Ура! У нас есть еще одна глава в этом курсе. 22, если не ошибаюсь. Нет, 21. Ну что, поехали? Если вы внимательно следили за аргументами, которые я приводил в этой главе, если мы можем сказать, что следствие, которое вытекает, не является чем-то, что может существовать само по себе, тогда вам придется логически признать, что соединение причин и условий также не было чем-то, что существовало само по себе.
Это все, что я хочу сказать. Я пытаюсь обратить ваше внимание на то, что если следствие не является чем-то, что могло бы существовать само по себе, то соединение причин и условий, которые создали, что это следствие, следуя логике, должно быть таким же. Они не могли бы происходить со своей собственной стороны. Они должны происходить из вас. Удобрения происходят из вас. Вода происходит из вас. Тот факт, что садовник появился, происходит из вас. То, что сегодня светило солнце, происходит из вас. Если дерево происходит из вас, понимаете, это довольно забавно. Потому что это должно быть одним и тем же. То, что верно для всей совокупности, должно быть верно и для дерева. То, что верно в отношении дерева, должно быть верно и в отношении объединения причин и условий. Ура! Переходим к главе 21, которая называется «Исследование возникновения и исчезновения вещей». Исследование того, как все появляется и исчезает. Это уже новая тема. Ура! Увидимся завтра! Держите ваши шляпы, пристегните ремни.